Именно неправильное срабатывание систем искусственного интеллекта привело к гибели цивилизации Атлантиды. И есть основания полагать, что это была ошибка, а не целенаправленное действие. В развитых высокотехнологических цивилизациях искусственный интеллект является важной частью используемых технологий. В простых вариантах это кристаллические структуры, в более сложных – биологические, искусственно созданные. Для управления больших объектов типа звездолетов или орбитальных станций использовались искусственные биологические структуры, аналогичные мозгу человека. Для программирования таких управляющих систем применялся метод копирования известных личностей. Вместо того, чтобы строить памятники военным и ученым как при жизни, так и после смерти, их заслуги оценивались в баллах. Набравший некое критическое количество баллов человек копировался как личность и записывался на носитель, аналогичный нашим компакт-дискам. Далее из этой библиотеки по мере надобности личности переписывались на мозг какого-либо объекта, управляемого искусственным интеллектом. При этом существовало правило аналогий. Так, личность отважного воина могла быть записана на управляющую матрицу оружия, личность звездоплавателя в сознание корабля, ученого на матрицу исследовательской станции, а видный хозяйственник служил прототипом для машины, управляющей домом, городом или автоматическим заводом. Надо сказать, что в развитых обществах активно используются генетические модификации тела под профессию. Если проанализировать эргономические требования в той или иной профессии, то становится очевидно, что можно подобрать оптимальную конфигурацию тела под каждую специальность. Отсюда при создании искусственных рас сразу же программировались семьи, способные производить работников, солдат или ученых. Перерождаясь, личность появлялась в той семье, которая соответствовала качеству, требующему наработки в данном воплощении. Однако в этой системе были возможны сбои в сторону обратного движения, когда личность из-за какой-либо ошибки оставляли на второй год или даже понижали в уровне. Например, семья купцов, вторая каста, могла случайно заполучить воина, третья каста, а мудрец, четвертая каста, мог родиться в семье военных, третья каста. Такие сбои могли приводить к различным социальным катаклизмам, когда личность вместо нормального развития качеств вынуждена была бороться за изменение социального статуса.